Всем привет, это Денис Вебер, и последнее время я стал все больше погружаться в мир ретро-игр, и нужно сказать, что некоторые из них действительно были шедеврами. У разработчиков игр того времени были сильно ограничены ресурсы, и им нужно было уместить в игре графику, музыку и звуки. И сделать это нужно было так, чтобы игрокам было интересно во все это играть. В моем топе игр всегда была серия Super Mario Bros. На Денди. Думаю, что нет человека, который бы не слышал про нее. Сейчас геймеров сложно удивить даже самой навороченной графикой, но в то время эти игры в стиле пиксель-арт были настоящими хитами. В интернете есть много видео с разборами игровой механики игры, музыки и тому подобного. Без всего этого игры бы не было, но я считаю, что главная изюминка — это атмосфера того 8-битного мира, куда мы погружались, взяв в руки джойстик. Первая часть вышла аж в середине 80-х годов прошлого века и была занесена в книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая игра в истории. Вторая часть игры вышла в Японии уже спустя год. Она почти не отличалась от первой части графически, но была гораздо сложнее в прохождении. Наверное, у многих из вас появился вопрос, где же та самая игра Super Mario Bros. 2, которую я помню? Дело в том, что известная всем вторая часть вышла только в 1988 году и являлась адаптацией японской игры Doki Doki Panic. Но я хочу остановиться на моей любимой игре из серии, на игре Super Mario Bros. 3. Главный герой проходит целых 7 разных миров, которые не похожи друг на друга. Здесь даже есть подобие нелинейного прохождения, где игрок сам может выбрать, в какой из уровней ему отправиться, а какой пройти мимо. Если существует человек, который еще не играл в Super Mario Bros. 3, то он должен сделать это прямо сейчас. Создавая видео с Battletoads Double Dragon в 3D, я и не ожидал, что оно вызовет такое количество положительных эмоций у зрителей. Я понял, что вам интересен подобный формат, поэтому в этот раз я решил создать целый мир из игры Super Mario Bros. 3 в 3D. Мне нужно было создать целых 8 уровней, в каждом из которых есть свои враги и объекты. Как обычно, ближе к концу видео я покажу, что же получилось у меня в итоге, а сейчас я расскажу вам о том, как создавался мир из моей любимой игры в 3D. Я начал с того, что скачал карту первого мира и карты всех уровней. Вообще, в своей версии Super Mario я не стремился показать какую-то сверхкрутую графику. Я скорее представил, как бы выглядела игра Mario, если бы в момент ее создания существовало 3D. Создание карты. Карту первого мира я специально сделал максимально похожей на оригинал. Я создал дорожку, монеты и слегка скруглил грани у кубиков с номерами уровней. Именно этот мой проект постоянно вызывал сомнения относительно того, как лучше сделать ту или иную часть карты или объект. Я расскажу об этом чуть позже, а пока я добавил все кубы с номерами уровней и начал создавать кусты, которые расположены по периметру карты. Когда я говорил про атмосферу, я имел в виду как раз всех этих существ, врагов, замки и все то, что пришло в голову замечательным геймдизайнерам Сигеру Миямото и Такаси Тедзуки. Сомнения были в том, чтобы сделать все в пиксельном стиле ближе к оригиналу или добавить более гладкую графику с большим количеством полигонов. В итоге я сделал что-то среднее, но карту мира повторил точь-в-точь, как в оригинале. Здесь есть еще несколько объектов. Ворота, которые преграждают путь, кубик, грибок с бонусными уровнями, маленький замок и камни, которые добавляют антуража карте. Я не буду останавливаться на их создании подробно, так как смоделировал их достаточно быстро. А вот с замком и его окружением я застрял довольно надолго. Я начал с моста, который на карте нарисован как бы уже в 3D, и долго думал, как нарисовать его так, чтобы он был показан в настоящем 3D. В итоге я перерисовывал его несколько раз, пока не остановился на таком варианте. Как я понял со временем, самый правильный вариант просто рисовать то, что видишь, а потом уже подгонять основу по референсам. Создавая 3D на основе картинок, приходится включать фантазию и додумывать, как бы выглядела та или иная часть. Так как в замке для такой маленькой модельки достаточно много частей, я добавил подобие сетки, чтобы его было удобно раскрашивать и выдавливать в нем нужные части. Можно было делать все модельки, например, в программе Magical Voxel, которая достаточно часто используется для создания пиксель-арта в играх, но я хотел сделать все в блендере, чтобы прокачать свой навык создания такой графики. Из-за количества полигонов в замке
замке, я потратил на него достаточно много времени. И в итоге получилась точная копия оригинала. Замок окружает большой ров с такими пиксельными берегами. Я же не мог просто пройти мимо них, поэтому пришлось сделать берега точно такие же, как в оригинальной карте. Я снова создал сетку, раскрасил берег и добавил траву. Я покрасил воду и да, кажется, карта готова. Первый уровень. В 1993 году Nintendo выпустила ремейки 4 частей Марио. В игре Super Mario All Stars была обновленная графика и все выглядело более прилизанно. Но той самой атмосферы старых платформеров почему-то уже не чувствовалось. Можно сбиться со счета, какое количество игр про Марио было выпущено с момента создания самой первой игры. Но сколько я не видел игр про Марио, все это было уже не то. А удалось ли мне сохранить атмосферу самых первых игр в своей версии Марио, вы узнаете уже совсем скоро. Я загрузил карту первого уровня на сцену и стал прикидывать, как бы могли выглядеть объекты в 3D. Я начал с создания площадок уровня, а потом подогнал их по размеру. Один из самых главных объектов игры — кубики с вопросительным знаком. Из них Марио своей собственной головой выбивает грибы, звезды, листья и другие полезные бонусы. Я создал куб со скругленными ребрами и добавил вопросительный знак, который позже подсветил. Некоторые объекты повторяются от уровня к уровню. Это слегка упростило работу, но по общим ощущениям не сильно. Одни из таких объектов — разноцветные панели, по которым прыгает наш герой. Я сделал их более квадратными, но они все время не давали мне покоя, так как мне казалось, что они выбиваются из общего дизайна уровня, поэтому в самом конце я переделал их и сделал более округлыми. Еще один важный элемент уровня — трубы. Они везде и повсюду. С их помощью Марио перемещается между секретными локациями, а еще из них вылезают враги. Я создал трубу из цилиндра и размножил ее. Нужно было сразу наложить текстуры, но об этом я тогда не подумал. Эти деревянные кубики сильно подпортили мне нервы. Я переделывал их раз 10. Проблема была в текстурах, которые выглядели совсем плохо, хотя в 2D все было нормально. И снова включаю воображение. Если в 2D здесь всего 6 кубиков, в 3D я решил добавить целых 18, чтобы Марио было легче перебираться через обрыв. В первом уровне также есть кубики, которые превращаются в монеты, если нажать на кнопку, спрятанную в одном из таких кубиков. Для них я создал геометрию, а не просто наложил текстуру поверх. Так они получились более объемными. Монетки в моем видео будут самые что ни на есть настоящие. Здесь я не стал ничего придумывать и сделал классические монетки один в один, как в игре. В блендере можно по-разному клонировать объект. Можно создать копию объекта, чтобы он наследовал все изменения оригинала, а можно создать независимую от оригинала копию. Так вот, я всегда копировал одинаковые объекты без наследования и сильно поплатился за это. Представьте, что вы нашли какую-то ошибку в геометрии одной монетки. В моем случае мне пришлось менять все монетки, то есть удалять их и расставлять заново. Я добавил совсем несложные облачка и принялся за кусты. Кусты постигла та же участь, что и панельки. Я создал их, а потом все время поглядывал, думая, как бы их изменить. Наверное, проще сказать, какие объекты я не стал изменять после того, как сделал уровень целиком. Пришло время текстур. Я не так часто работаю с текстурами, как было бы нужно, поэтому запасся терпением и начал добавлять их. Сначала я хотел просто взять текстуры из игры, которые были в свободном доступе, и использовать их, но так как я нашел их в достаточно плохом качестве, то и выглядели они плохо. Наверное, я использовал только одну оригинальную текстуру, ту, что отображается на платформах первого уровня. Для кустов я нарисовал фон из треугольников с разными оттенками зеленого и сделал для них UV-развертку. Для трубы я перерисовал оригинальную текстуру сразу в 3 цветах для разных уровней. Мне кажется, или в этом месте текстура отдаленно напоминает логотип Сбербанка. Второй уровень. Второй уровень первого мира почему-то всегда напоминал мне какую-то болотистую местность. В нем большие кусты, похожие на те, что я создавал в первом уровне, и такие же трубы, облака, монетки и кубики с бонусами. Я просто скопировал их и разместил по местам. Главная фишка уровня — это площадки в горошек. Сбоку эти горки выглядят так, как будто на них растет трава. Я даже пытался сделать что-то похожее на настоящую траву, но потом отказался от этой идеи, потому что так она слишком выбивалась из общего дизайна. Особых сложностей при создании второго уровня не возникло, и я просто расставил уже созданные элементы по уровню. Белые кубики с нотами, которые потом тоже переделывал, трубы, уменьшенную копию кустов и кирпичные бустеры. И последний штрих — зеленые следы на горках. Их не видно в 2D версии, но я добавил текстуры, и мне понравилось, как получилось. Третий уровень.
Третий уровень еще больше похож на первый. Здесь такие же кусты, панельки, трубы и кубики-бустеры. Я не силен в геймдизайне, так как занимаюсь созданием 3D-графики, но представляю, каких трудов стоило собрать уровни так, чтобы они были и не слишком сложными, и не слишком простыми для прохождения. Может быть, я смог бы собрать что-то в Mario Maker, но это совсем другое. Вы могли заметить секретные площадки на картах уровней, куда можно попасть, найдя бонусы. Я специально не стал их делать сейчас, чтобы понять, насколько хорошо получится игра в 3D. Если дело дойдет до создания геймплея, я, конечно же, их добавлю. Четвертый уровень. Этот уровень вызывал у меня в детстве почему-то больше всего сложностей. Наверное, мысли о падении в бездонную пропасть с одной из площадок добавляли адреналина моему детскому сознанию. Кроме больших деревянных блоков и площадок, все элементы повторяют те, что были в предыдущих уровнях. Я добавил трубы, монетки и кирпичи, которые, в отличие от деревянных брусков, не дают Марио упасть. В конце почти каждого уровня есть бонусная зона, в которой Марио выбивает один из значков. Я всегда знал, как выбивать звезду, поэтому каждый третий удар получал по 5 жизней. Для бонусной зоны я создал контур кустов, покрасил их в белый цвет и добавил дырявый куб, где в дальнейшем будет находиться тот самый бонус. Создание врагов. В игре огромное количество разнообразных врагов. Просто посмотрите на список на сайте mariowiki.com. Хорошо, что в первых уровнях врагов не очень много и они часто повторяются. Я начал с гумбы. В описании врага написано, что это разновидность грибов, но я почему-то всегда думал, что это сова. Я создал форму гумбы из куба, выдавил ей место для глаз и рта, добавил брови, а в конце выдал ей модные лакированные боты и сразу размножил на другие уровни. Следующий враг на очереди — летающие гумбы. Видимо, это какой-то родственник обыкновенной гумбы, но с крыльями. Так как они похожи, я взял за основу гумбу, покрасил ее в красный цвет и добавил крылья. Большое растение пиранья, или как я его всегда называл цветок, также известен как Piranhacus gigantic. Сначала он больше был похож на Пэкмана, но когда я добавил ему губы, ядовитую расцветку в горошек и листья со стеблем, все встало на свои места. Пришло время, как мне кажется, одного из самых узнаваемых врагов Марио. Время Купа-трупы. Даже не спрашивайте, где и при каких обстоятельствах обычный водопроводчик встретил всех этих чудовищ. После того, как я смоделировал основу модельки, мне показалось, что она напоминает одного из персонажей в Спанч Бобе. После некоторых правок раскрашивания она стала той самой Купа трупы из Марио. В игре также есть зеленые версии этого врага и Купа с крыльями. После того, как я закончил с врагами, я потратил какое-то время на изменение уже созданных моделек, чтобы они вписывались в общий дизайн уровня. И прямо сейчас я готов показать вам, как бы выглядели первые 3 уровня, если бы их создавали в 3D.
Позади большое количество работы. Я уже доделал все уровни первого мира и очень хотел рассказать об этом в одном видео, но оно получилось бы слишком длинным, поэтому я решил разделить его на две части. Совсем скоро я выложу на канал вторую часть, где расскажу, как создавал еще 4 уровня первого мира игры. Если вам понравилось и было полезно это видео, обязательно поставьте лайк и расскажите об этом в комментариях. А еще напишите, что бы вы хотели добавить или убрать в новых уровнях. Вместе с вами мы создадим лучшую версию игры в 3D. Не бойтесь делать то, что на первый взгляд вам кажется невыполнимым. Главное — это просто начать. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не потерять канал Polyroad в списке подписок. И до встречи! Скоро здесь будет что-то очень крутое.